как находятся новые идеи, как увеличить количество и качество предложений по улучшению поступающих от сотрудников. Можно ли развить у людей навык поиска и генерации идей по совершенствованию? Обо всем поговорим. Тема непростая и очень интересная. Дам 5 конкретных рекомендаций по развитию этого навыка. Самое интересное будет в конце видео, так что посмотрите его до конца. Поэтому метод номер 1, о котором я сегодня рассказал, это перефокусировка внимания сотрудников с ресурсоемких идей на новации, которые можно реализовать в рамках имеющегося обеспечения. Перефокусировке также способствует обучение, и не только перефокусировке. Поэтому я выделяю обучение во второй метод. Фокусировке может способствовать знание в области бережливого производства, 6 сигм, теории ограничений систем и других подходов роста операционной эффективности. Есть методы и подходы, концентрирующиеся именно на методах поиска новых идей. Например, теория решения изобретательских и рационализаторских задач, сформулированная Альтшулером еще в советские годы. Или учение Эдварда де Бона. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что знание скорее меняет фокус, помогает сотрудникам по-другому увидеть сложившуюся практику. Те методы, которые заложены в бережливом производстве, 6 сигм, теория ограничений систем, позволяют выявить узкие места, истинные и корневые проблемы. Направить интеллектуальные усилия сотрудников на поиск именно в ограничениях. Одной из недоработок при реализации бережливых проектов является то, что это удел небольшой проектной группы. Потенциал сотрудников редко задействуется. Программа обучения ограничивается лишь небольшим количеством экспертов. Я считаю, что необходимо обеспечить массовое проникновение знаний. Это будет способствовать росту сфокусированности сотрудников на поиске потерь и генерации идей по улучшению. Третий метод – это более четкая формулировка поисковой задачи. Если проводить аналогию, то человек, который просто пошел в лес, и человек, который пошел в лес за грибами, существенно отличается уровень сфокусированности. Концентрации на поиске необходимо. Если говорить о рабочей обстановке, то попробуйте заменить призыв «давайте больше идей по улучшению» на более четкую задачу. Например, сформулируйте идеи по снижению времени переналадки или придумайте, как можно сократить количество ошибок в технологической документации. Для реализации такого подхода можно использовать доску решения проблем или регулярные собрания перед началом работы, планерки и тому подобное. Я рекомендую постоянно, откровенно говорить о сложностях, с которыми сталкивается компания, цех, отдельный участок или проект по улучшению. Буквально просите людей подумать о чем-то. Это не будет работать, если ваши планерки, собрания будут основываться на поиске виновных, на наказании. К сожалению, приходится констатировать, что чаще всего я сталкиваюсь именно с таким поведением. Общее собрание используется не для того, чтобы объединить команду для поиска новых возможностей для улучшения, а как механизм функционирования репрессивной системы. Срезюмирую, замена общей формулировки задачи на более конкретную будет помогать людям фокусироваться. Мозгу будет проще концентрироваться на поисках конкретных потерь и идей по улучшению своей работы. Прежде чем продолжить, я прошу вас поддержать канал LitiPro и подписаться на него. Сделайте репост и поставьте лайк этому видео. И это помогает мне делать интересный контент. Задайте вопрос в комментариях, я обязательно на него отвечу. Четвертый метод – групповая работа. Возможно, вы обращали внимание, что в большинстве случаев хорошо организованная групповая работа позволяет добиться лучшего результата в поиске новых идей. Обмен мнениями, взаимная поддержка способствует запуску творческого процесса. И здесь бывают сложности. Поэтому в инновационных компаниях так популярны методы фасилитации. Это система принципов и техник управления эффективностью групповой работы. Обеспечьте возможность для сотрудников объединяться в группы для выработки идей. Это будет способствовать большей фокусировке и увеличит количество и качество предложений от сотрудников. Пятый метод. Выделение времени на фокусировку. Вернемся к нашей детской задаче. Найдите мышку среди белочек. Помните? Я сейчас вас сфокусирую и поставлю более четкую поисковую задачу. Вам необходимо найти всех белочек, те, которые сидят. Еще раз, вам нужно найти всех белочек, которые сидят. Все просто. Приготовились? Смотрите. Итак, сколько сидящих белочек вы увидели? Скорее всего, ни одной. Ну, если повезло, то одну, не более. Почему так произошло?
потому что было выделено слишком мало времени. Вы уверены, что если времени выделить больше, то вы легко справитесь с задачей? Окей, сейчас я дам времени побольше, чтобы вы поработали. Готово? Смотрите. Извините, коллеги, у меня к вам совсем небольшая просьба. Она срочная. Сосчитайте, пожалуйста, корень из 36. Это совсем недолго. Совсем не помешает вам считать сидящих белочек. Сделайте, пожалуйста. Коллеги, у меня срочно возник вопрос. Как пишется по-русски правильно? Синхрофазотрон или синхрофазотрон? Напишите, пожалуйста, мне в личку. Все, не буду вам больше мешать. Работайте, считайте белочек, которые сидят на попе. Кстати, а что такое синхрофазотрон? Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года. Получается, в этом году 60 лет первого человека в космос. Представляете? Ну что, сколько у вас получилось? Ответ, в общем-то, не так уж и важен. Возможно, вы поняли, что отвлечение существенно влияет на уровень сфокусированности. Если продолжить эту ситуацию на вашу работу, то получается, что каждодневная рутина не позволяет вам задуматься о новых возможностях, сконцентрироваться на поиске новых идей. Я точно не знаю, но предполагаю с высокой вероятностью, что именно это послужило принципу Генти Генбуцу, который по смыслу можно объяснить как принцип «иди и смотри». Этот принцип, сформулированный Тайти Оно, заключается в том, что человек находится достаточно продолжительное время в состоянии наблюдения за потоком, непосредственно в рабочем пространстве. Целью такого действия является получение полной картины об организации работы, фокусировки на потерях и выработке идей по улучшению. В ряде компаний специально выделяют время на то, чтобы сотрудники сконцентрировались на поиске новых идей. В это время сотрудники освобождаются от иных задач. Они концентрируются именно на поиске инноваций. Как же я рекомендую организовать работу для получения большего количества и улучшения качества идей от сотрудников? Вам нужно задействовать по возможности все 5 методов. Первое – смещение акцентов в поиске. Второе – обучение. Третье – формулирование поискового запроса. Четвертое – организация групповой работы. И пятое – это выделение времени. В тех компаниях, с кем я работаю, практикуется работа в малых группах. Примером для такой работы являются кружки качества в Toyota. Суть очень проста. На определенное время группа сотрудников объединяется для обсуждения насущных проблем и выработки идей по улучшению. Причем состав группы может меняться. Например, можно поочередно собирать разных категорий сотрудников, чтобы вовлечь как можно больше людей в поисковый процесс. Группа должна быть не более 7 человек. Структура работы примерно такая. Описание проблемы, над которой работает группа, уточнение целей. Таким образом, мы уточняем поисковый запрос, фокусируем группу. Генерация и обсуждение идей, фиксация идей, стимулирование участников группы. Поддерживать таким образом положительное отношение к проделанной группой работе. Хочу обратить ваше внимание, что идеи участникам могут прийти не только в момент работы в малой группе, но и позже, так как поисковые функции уже запущены. Инновация может прийти в процессе рутинной работы. Материал сегодня был совсем непростым. Я надеюсь, что он был интересным. Подпишитесь на канал, поддержите его развитие. Поставьте лайк и сделайте репост видео, это стимулирует меня делать контент еще интереснее. Нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей на канале. А на сегодня это все. Всем лина, увидимся!